стороны, мамука, покажи. Вот шейка у нас, да, вот так вот. Все у нас великолепно с вами получилось. Просто великолепно. Собака довольна, я довольна, все довольны. Да, все берем и вяжем. Доброго времени суток. Мы с вами будем вязать сегодня вот такой вот свитерочек. Это видео предназначено для начинающих, самых-самых начинающих вязальщиц, девочек, кто хочет попробовать, очень хочет связать для своих питомцев первый свитерочек именно крючком. Понадобится пряжа. Я буду вязать тоже полосочками. 2 цвета. Вы можете взять любую пряжу. У меня это вот такая вот мечта, троицкая пряжа. Но, скорее всего, может быть, ее уже в продаже нет, потому что это мои старые запасы. Но вы обратите внимание, если будете покупать пряжу, именно на метраж. У меня в 50-граммовом моточке 180 метров. Вы можете взять 180, 200. Мы начнем с вами отсюда, с резиночки, и продолжим сюда. Вот, крючком я буду вязать обычным, самым обычным крючком, 2,5 номер его. Нам понадобится еще 2 маркера. Если у вас нету маркеров, это не столь обязательно. Можно взять просто какие-то дополнительные ниточки для этого, для маркера. Они нам понадобятся совсем на малое время. Вот, естественно, сантиметр нам нужен будет с вами. И сделать мерки у собаки. Нам понадобятся следующие мерочки с вами. Нам нужно будет знать обхват шейки в районе не самой вот узкой, где шеи, да, под вот здесь вот, да, под мордочкой, а наоборот, в районе поводка. Вот, объем грудки нам нужно будет знать. Это, опять-таки же, от места от холки, да, где вот на спинке лежит поводок. И вот за передними ножками, то есть самая широкая часть грудки. Нам понадобится размер, высота грудки, да, и ширина грудки. Это расстояние между передними лапками. То есть как это выглядит вот здесь вот у нас в свитере, я вам покажу. То есть это высота грудки. То есть расстояние от поводка, да, мы не берем сейчас в расчет резинку. Вот резинка у нас уже пойдет на саму шейку. То есть высота грудки мы будем с вами вывязывать, и нам понадобится ширина грудки, это расстояние между передними лапками. Вот. Ну, еще, может быть, вы можете померить лапки, но это тоже, опять-таки же, не очень обязательно, это чисто все визуально. Потом для девочек нам нужен будет размер, то есть до куда мы будем вязать, да? Для девочек мы будем вязать до начала задних лапок. То есть вот такой у нас свитерочек коротенький будет, это именно будет свитерочек такой коротенький. Вот. Но опять-таки же, если вы хотите связать подлиннее, вы можете померить до хвостика. Такой вариант я тоже покажу, как его сделать, но мы его рассмотрим в варианте для мальчиков. То есть для мальчиков вы меряете расстояние до вашего причинного места. Да? Вот. Это будет наша длина свитерочка. Вот эту мерочку тоже вам нужно будет знать. То есть для мальчиков до причинного места, для девочек так далее. Вот. Ну и для мальчиков, естественно, сама длина всего свитерочка, чтобы он на попочку тоже не падал у нас, а и был именно до хвостика. Такой вот минимальный набор нам с вами понадобится. Сантиметра, вот так вот, да. Для начала, да, нам надо связать с вами резиночку. Резиночку будем вязать следующим образом. Коротенький хвостик сюда. Вы можете сделать просто петельку, да, вот так вот, а потом ее затягивать и вязать дальше, да, вот, ну, затянуть до нужного размера и вяжем. Я это делаю следующим образом. Просто вот так вставляю крючок, поворачиваю его по часовой стрелке. Видите, у меня образуется вот такая вот петелька. Я ее большим пальчиком немножко прихватываю и делаю петельку. То есть первую петельку любым удобным для вас способом. И подтягиваю ее уже до нужного размера. Мы набираем сейчас воздушные петельки. И считаем. 1, 2. Та петелька, которая на крючке, она у нас не считается. Вот смотрите, видите, выражены 2 петельки. 3, 4. Не делайте сильно плотно, потому что это начало, и дальше, когда мы будем вязать посвободнее, и у нас вот эта часть, она съеживаться будет. Итак, смотрите, 1, 2, 3, 4 и 5. Вот это наша вот эта вот высота резиночки. Если вы считаете, что 5 достаточно, оставляем. Давайте я наберу 7, 6 и 7. Да, вот такая у нас будет, вот такой высоты у нас будет резиночка.
Теперь, чтобы мы будем вязать туда-сюда поворотными рядами тоже. То есть пока мы резиночку будем вязать вот так, она у нас получится. Потом мы перевернем вязание и наберем петельки отсюда. Вот. Чтобы вязать поворотными рядами, всегда нужна петля подъема. Вы вот эту последнюю, седьмую, вы ее отметьте большим пальчиком, так прихватите, и еще одну петлю подъема мы провязываем. И смотрите, вот здесь сзади у петелек есть вот такие вот перемычечки. Видите, как цепочки, да, как на цепочке вот такие вот. Мы будем вязать за них. Кому сложно их найти, да, вот эти вот перемычки. Вот эти вот. Кому их сложно найти, тот будет вязать просто вот за вот эти вот половинки лицевых наших воздушных петель. Кто нашел, кому удобно, будем вязать за них. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Отсчитайте, и вот видно, да, вот она, наша петелька, с которой мы начнем вязать. Вот поворачиваем и цепляемся. Мы будем вязать столбиками без накида. Вытягиваем 2 петельки у нас и 2 провязываем. Поступаем так со следующей. Опять, видите, вот эта перемычка, задняя стеночка, это получается наши петли. Вытягиваем и провязываем. И считаем с вами. Вот это у нас уже с вами 3-я, 4-я, 5-я, 6-я. Крючок вы можете держать, девочки, для новичков, говорю, кому как удобно. Мне, когда я вяжу с тонкой пряжи, удобно вот так держать крючок. Когда, конечно же, крючок большой и пряжа толстая, удобнее вот так держать. Всем по-разному, да, кто-то эту ниточку вот так на весу держит. Ради бога, кому как удобно. Мое правило, то есть никаких правил, как вам удобно. И вот 7-ю, последнюю мы провязываем. Сейчас зацепилась. Тут, видите, бывает вот такой вот пряжа, разбахромилась. Ничего страшного, да, мы справимся. Вот, мы провязали с вами первый ряд. Потом мы делаем с вами обязательно петлю подъема, то есть переход на следующий ряд. И как прочитанную книжечку мы с вами переворачиваем наше изделие, да, и вяжем дальше. Вязать мы с вами будем вот, видите, вот наши петельки, да, предыдущего ряда, 2 половиночки, за ту дальнюю от нас половиночку. И опять мы с вами считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вот наша прячется, она будет у нас прятаться. Вот она, петелька наша последняя, да, точнее, это которая была петля подъема у нас, да, вот она. И также за дальнюю. И 7. И опять не забываем вязать петлю подъема и переворачиваем нашу книжечку. Вот так. Все. Вот эти манипуляции, такие вот нехитрые, да, самые простые. Каждый ряд мы вот так с вами вяжем. Опять. Вот это наша, смотрите, внимательно показываю. Вот эта петля подъема, вот это, мы ее не трогаем, правильно? Мы же не будем вязать петлю подъема, тогда у нас получится прибавка, у нас тогда получится 8 уже петель. Мы вяжем, вот, она лежит. И для новичков, в первую очередь, да, вот кто начинает, я советую всегда просчитывать. 2, 3, 4, 5, 6. И вот видите, как я говорила, у нас вот эта петелька последняя, она у нас прячется. Переднюю стеночку видно, она вот у нас, да, а задняя вон там она прячется. Вы ее вот так вот находите. И также за заднюю стеночку мы провязываем последнюю петлю. Все. Делаем петлю подъема, как всегда, поворачиваем. И таким образом мы с вами вяжем. И у нас будет с вами вот такая вот резиночка получаться. Пока ничего сложного. Вяжем длину, то есть
вот это вот расстояние, обхват шейки, который у нас нам необходим, да. А для моей собачки я буду вязать сантиметров 24, может быть 25. Это же резиночка, как бы она свое дело немножечко сделает. Вот. У кого 22, пожалуйста, я даже, честно говоря, уже не помню, если вот так померить, ну вот этот где-то вот на 23. 24 вот получается, 22, 24, смотря в каком состоянии. В общем, вяжем вот так вот, да, нужное нам количество. Мы можем вот так потом померить, вот так, просто не растягивая резиночку, мы положим и померяем, чтобы у нас, например, было 22-23 сантиметра. Тут сантиметр плюс-минус особого значения не играет. Самое главное, садитесь поудобнее, расслабьтесь и получайте удовольствие. Не забывайте, что мы вяжем за заднюю стеночку и сидим, просчитываем, чтобы у нас всегда в каждом ряду было одинаковое количество наших провязанных столбиков. Столбики у нас без накида, и весь свитерочек мы тоже будем вязать такими же столбиками. Вот видите, спокойно сели. И вот она прячется, не забывайте. Вот она, ее вытаскиваем. Если кому-то, может быть, сейчас я неудобно найти, да, вот эту вот петельку, то ничего страшного не будет, если вы за обе провяжете. Но опять-таки же за обе. Вот. Вот этот узелочек у нас, видите, значит, нам надо вот так сделать и провязать за обе стеночки. Ничего страшного в этом не будет. Это не так тоже принципиально. Вот, поэтому вяжем нашу длину. Вот, смотрите, провязала я нужную мне длину. У меня получилось 20 сантиметров. Вот. А на собачку я пошла померила. У меня все хорошо тянется. То есть, как нужно. Резиночка функционирует. Вы можете точно так же или по шейке собачки померить, или взять какую-то, если есть у нее старая одежка, ну не старая, а уже есть у вас одежка, померить по горловинке, что нормально у вас подходит, да, и мы продолжаем вязать. Так как мы с вами договорились вязать туда-обратно поворотными рядами, вы должны закончить ряд, чтобы хвостик у вас был вот так вот, да, сверху. То есть вязать мы будем вот по этой стороне, чтобы этот хвостик был внутри, чтобы он у нас здесь нам не мешался, чтобы он был внутри. Вот. И теперь, смотрите, я посчитала мои вот эти рядочки. Я считала вот таким образом. Вот этот вот раз, внутренний 2, верхнее ребро 3, внутреннее 4. У меня получилось 42 как бы ряда, да? Будем говорить так, 42 ряда. Вот. Почему 42? Это по... У вас может быть получиться другая какая-то цифра, да, но в идеале хочу вас попросить подогнать, чтобы было или 36, 30, 42, 48, если вы вяжете, ну, какую-то собачку побольше, вот. Потому что мы будем делить на 6, у нас будет 6 прибавок, то есть 6 это правило круга амигуруми, мы его здесь тоже применим. Вот. Но если у вас получилась какая-то другая цифра, то я вам покажу, как с ней как бы разобраться. Но опять-таки же лучше, чтобы как бы у нас получилось четное количество. Смотрите, дальше что мы с вами делаем? Мы с вами набираем наши петельки. Вот у нас одна есть, да? Вот прям мы цепляемся сюда, 2, и просчитываем, провязываем столбики без накида. 2. Это вот в эту вершинку. Теперь во внутреннюю, да? 3. Теперь вот в эту вершинку 4. Теперь во внутреннюю 5. И провязываем так столбиками без накида. Сюда 6, 7 и так далее набираем. Я надеюсь, что у меня получится 42. И вы точно так же набираете по всем вершиночкам. И мы встречаемся с вами вот здесь и сверим наше количество петель. Вот я провязала. Посмотрите, что у меня получилось. Да? Я провязала, но где-то я, может быть, обсчиталась, когда вязала. Может быть, у вас тоже такая же ситуация может произойти. Я просто как бы сразу это показываю. У меня получилось 41. Это ничего страшного.
у вас тоже может такое случиться, да, мы сейчас с вами провяжем обратный ряд, то есть мы повернем и точно так же столбиками пойдем в эту сторону. И вот здесь в конце, ну или где-то в середке, можно прибавить. Я прибавлю вот здесь в конце. То есть я обратно буду идти считать. Хочу, чтобы у меня получилось 42 столбика. Я пройду. И если у меня, как бы, чтобы сейчас опять не сидеть, не считать, буду вязать и считать. Если не хватит, то один столбик я добавлю в конце. Если у вас возникнет такая же проблема, я хочу, чтобы вы не распускали, не пугались. Ничего страшного в этом нету. Можно добавить. Если там 2 у вас каких-то не хватает, опять-таки же пройдите. Просто если вы, например, не знаете, как делать прибавочки, сейчас я вам покажу. Смотрите, мы когда довязали ряд до конца с вами, да, мы делаем петлю подъема, переворачиваем, да, как я вам говорила, книжечку прочитали, точно так же перевернули. Теперь мы с вами будем вязать столбики без накида, но за 2 половиночки. Смотрите, вот сразу же в эту, вот не в петлю подъема, не вот в эту петельку, да, а вот она сразу выражена идет вот сюда, за 2 половиночки, за 2. И столбики также мы идем и просчитываем 2, то есть в обратную сторону, да, 3. Если вам нужно сделать их несколько, да, то можно сделать в начале и в конце. Как сделать прибавку? Прибавку сделать, смотрите, вот вы провязали сюда уже столбик, и сюда же, в эту же петельку вы провязываете столбик. Это вы, получается, что вы прибавили 1 столбик, сделали прибавку. Вот. Если их вам надо сделать несколько, то как бы так вот, ну, распределите чисто визуально. Сейчас мы с вами все рассчитаем, и уже когда начнем вывязывать, то есть это у нас был лицевой ряд, мы вяжем изнаночный ряд обратно. Кому нужно сделать несколько прибавочек, сделайте. И я буду делать ее одну в конце. Вот, и мы с вами встречаемся там, сейчас вот в конце ряда, когда у нас уже будет 42. Ну, у вас, я не знаю, сколько у вас, посмотрим сейчас, да, вы тоже считаете, сколько. Сам принцип я вам покажу, как рассчитывать дальше мы будем прибавки, чтобы у нас все было ровненько и красиво. Вот, провязала я до конца, и действительно, вот у меня получилось 40, и у меня остается 1. Я сделаю прибавку здесь, то есть вот это 41 и вот 42 столбик. Но до конца я его провязывать не буду. Я поменяю ниточку на вот такой вот цвет, ну, другой. У вас может быть это совершенно другой цвет. То есть мы провязали и довязываем цвет, да, другим цветом. Сюда все переложили, сделали петлю подъема и переворачиваемся. Вот. Сейчас у нас 42 петли. И мы с вами поступаем следующим образом. Я беру листочек, да, смотрите, где мой карандаш, вот так, вот, 42 петли у нас с вами получилось. Нам нужно сделать равномерно прибавки, поэтому 42 я делю на 6. Мы делим на 6, получается у нас, естественно, 7. Вот. Почему вы спросите на 6? Объясняю. Есть такие принципы, принципы круга амигуруми. Там, когда вяжется столбиками без накида, все завязано на цифру 6. 6 прибавок. В круге должно быть 6 прибавок. Вот это число 6 – это количество наших прибавок. А 7 – это петель между прибавками. Вот, поэтому мы будем с вами провязывать 7 петель и в 7-ю делать прибавку. Это обозначает это. Допустим, да, у вас получилось число, ну, например, 40. Да, например, у вас получилось 40. Опять-таки же я говорю, сделайте, чтобы было четное число. Вы 40, на что у нас делится число 40? 40 у нас делится на 5. Ну, хотя тоже, знаете, не пример такой, потому что если у вас 40, то вот вы в первом ряду провязали, у вас 40, то в обратном ряду 2 петли свободно можно прибавить и догнать, например, до 42, правильно? Если у нас, например, опять-таки же, вот знаете, если у нас 38 петель, да, 38 петель, тогда можно 2 убавить, ну, опять-таки же, зачем нам убавлять, да? Вот, допустим, у нас 38 петель. Да, на что у нас делится наше число 38? Наше число 38 без остатка ни на что не делится. А нам нужно, чтобы наше число делилось без остатка.
Поэтому, если вы в первоначальном ряде провязали, да, ряду, провязали 38, то 4 петли, хотите не хотите, вам все равно нужно прибавить. В общем, да, давайте договоримся так. Чтобы у нас получились ровные хорошие прибавочки, вам ваше число петель, которые у вас вот в первом ряду вы набрали, да, в обратном ряду нужно довести до того числа, которое делится на 6 без остатка. Там 30, 36, 42, 48, 54 и так далее. Вот. Несколько штучек прибавить, понимаете? Если у вас, например, получилось 37 петель, да, одну не довяжите, просто пропустите одну в конце. Будет у вас 36, тоже делится на 6. Вот. И тогда, значит, мы с вами поступаем следующим образом. У нас с вами количество петель, которое делится на 6. В данном случае 42. Как мы с вами поступаем? Смотрите, вот у нас первая петелька, да? Мы вот сюда, прям в первую петлю, и считаем, провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, да? Помните, у нас на 7 делилось, 7 получилось, да, в итоге. Вот мы 6 провязали, 7, и в 7-ю мы делаем прибавку. Вот у нас получилась наша 8-я петля. Видите? 7 мы провязали, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И 8-я сюда же получилась прибавка. И если вот мы теперь посчитаем, да, смотрите, 7 у нас было, 6 прибавок нам нужно сделать. У нас было 42 петли. Теперь у нас 1 прибавилась. И мы теперь наши 8 петель умножаем на количество прибавок 6. И у нас в ряду уже получается 48. У нас в итоге получится с вами 48 петель. Вот. Это как бы, чтобы вам сейчас лишним не заморачивать голову, просто примите и сделайте так. А в будущем, когда вы будете вязать крючком, вы как бы, кто сейчас, может быть, недопонял что-то, вы потом это все прочувствуете и поймете. Смотрите, еще раз дальше вяжем, да, мы 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. И сюда в 7-ю мы с вами делаем еще одну дополнительную петельку, то есть мы делаем с вами прибавку. Вот видите, уже 2 мы с вами сделали сюда и сюда. Вот. Так мы поступаем до конца ряда. И у нас с вами должно получиться вот таких вот 6 прибавочек. Вот, смотрите. Вот была моя 5-я прибавка. Дошла я до конца ряда. 6. Вот это 7-я. И сюда, в последнюю, мы делаем с вами прибавку. То есть провязываем 2 петельки. Делаем петлю подъема. Поворачиваемся. И вяжем ряд обратно и просчитываем. Для начинающих, кто вяжет как бы первый раз, не то, что я рекомендую, а вообще это обязательно к просчету. Все ряды, петельки, все к просчету. Когда вы уже как бы будете в себе более уверены, то тогда можете уже потом не просчитывать. Вот. А сейчас каждый ряд просто как бы настоятельно вам рекомендую просчитывать. Вот смотрите, мы сделали петельку подъема. И вот в эту петельку сразу вот сюда мы начинаем вязать и просчитываем с вами. У нас было 42 петли. Мы сделали 6 прибавочек с вами. Сейчас я их вам покажу. Вот, смотрите. Их видно. Видите, где по 2 петельки? Вы тоже у себя посмотрите. 1, 2, 3, 4, 5. И сюда 6 мы сделали в последнюю. Поэтому было 42 петли. 6 мы петель прибавили. Итого у нас с вами получилось 48. Значит, когда вы будете вязать обратно, должно быть 48 петель. Давайте провязываем и просчитываем. Смотрите, вот у меня провязалось 47. Вот последняя петелька. 48 я провязываю. Но, опять-таки же, не провязываю столбик полностью, потому что у нас идет с вами смена ниточки. Захватываем нашу вот эту вот другого цвета ниточку
и провязываем. Ну, смотрите, чтобы она тоже сильно не тянула, потому что потом край изделия будет затянут. И уже делаем петлю подъема. Это можно затянуть. Поворачиваемся. И вяжем уже ниточкой другого цвета. Мы будем с вами делать прибавочки в каждом лицевом ряду. То есть вот это у нас с вами уже лицевой ряд. Мы туда-обратно провязали. Лицевой ряд. У нас с вами 48 петель. Здесь мы делали с вами в 7-ю петлю. Теперь мы будем делать с вами прибавки в 8-ю петлю. То есть количество прибавок у нас неизменно, 6 штук. Но у нас будет меняться количество петель между прибавками. Смотрите, мы с вами вяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. И в эту же 8-ю мы с вами делаем прибавочку. Вот так. Видите? Вот она у нас была предыдущего ряда прибавочка. Теперь в этом ряду. Видите? Вот так. У нас будут с вами полосочки получаться. Если вы не хотите делать полосочек, вяжите одной ниточкой, но сам принцип прибавок, естественно, он сохраняется. И так далее. Вы опять вяжете 8. И в 8-ю вы делаете прибавку. Вот если вы запутались, например, вас кто-то отвлек, вот эти вот, видите, столбики, вот эти галочки, да, они явно, их видно. Вот эта прибавочка у нас была, потом мы считаем с вами 1, 2, 3 и вяжем дальше, да, 4, 5, 6, 7 и 8. И сюда же 8-ю мы с вами еще один столбик, еще один провязываем. Вот так. Вот. Вот что у нас с вами получается. Все. Вы провязываете ряд до конца, идете обратно, изнаночный ряд и просчитываете. У вас уже должно быть, смотрите, 48 у нас было, мы еще прибавим 6, у нас получается 54 столбика у вас должно получиться в обратном ряду. Обратный ряд, естественно, вы провязываете и просчитываете. 54 вот я просчитала, провязала. Опять я не довязываю до конца. Я меняю ниточку. Сейчас. Провязываю столбик до конца, да, последний, и воздушную петельку. Все ненужное мы затягиваем, убираем, поворачиваемся. И вот что у нас с вами, смотрите, получилось, да? Вот такая вот, уже видите, уже у нас прибавляются петельки, прибавляются. Но мы же не можем так прибавлять их бесконечно, правильно? Поэтому нам нужно знать ширину нашей грудки. Вот в этом свитерочке, да, меня как бы все полностью устраивает. Я его возьму как бы за основу, вам буду на них объяснять. Смотрите, у меня здесь получилось, 17 сантиметров, да, грубо говоря, 17. Это 34 объем грудки. 34. Здесь нам тоже нужно достичь того же, да, результата, то есть достичь ширину нашей грудки. Чтобы нам было удобнее мерить, давайте сложим пополам и померяем. У нас пока с вами всего 14 сантиметров. Это мало. Значит, мы еще делаем с вами прибавочки. Да? Вы точно так же меряете, сколько, на какую грудку вам нужно. Да? Если у вас уже достаточно, да, вы провязали, ширина вас это устраивает. Например, да, у вас 28, маленькая собачка, да, но высота грудки вас не устраивает, то есть вот это, да, чтобы лапы вот не здесь где-то начинались, да, сверху, а там, где нужно. То есть вот это вот у нас получается, это высота грудки, это ширина нашей грудки. Вот, мы сейчас с вами вывязываем, мы будем делать прибавочки, пока мы не вывяжем с вами высоту грудки. Если вы уже ширину грудки, то есть вот объем грудки, да, вот это связали, вывязали, но высота вас еще не устраивает, тогда вы без изменений еще вяжете несколько рядов, сколько вам нужно. Если хотите, если вам так удобно, я вот так переверну, потому что мы вяжем вот так сейчас, да. То есть мы вывязываем вот эту часть сейчас. Это, знаете, какая часть? Это я вам сейчас на схеме покажу. То есть мы сейчас саму резиночку в расчет не берем. Резиночка у нас, естественно, идет на шейку, на саму, выше. Сейчас мы уже вяжем вот эту часть, высоту грудки.
до наших передних лапок, до подмышечки, так скажем, да. Вот, собачки бывают разные, поэтому пропорции у всех разные, поэтому, да, мы с вами вывязываем высоту грудки, и заодно мы делаем прибавочки, чтобы выйти вот на нашу, вот этот обхват нашей грудки. У кого-то, если по каким-то причинам все уже как бы все сошлось, вы обхват грудки уже вывязали, все, вам достаточно, а высота грудки вам еще маловато, то вы вяжете без прибавок. Вот. У кого как бы вариант мой, мы вяжем дальше и делаем дальше прибавочки. Я буду делать прибавки, пока у меня вот здесь вот тогда не получится 34 сантиметра. То есть, чтобы не мерить всю длину, потому что она, видите, как закругляется, поэтому я складываю на две части, и мне так удобнее померить. Видите, так у меня сейчас, ну, сантиметров 14-15 пока получается, да. То есть мы с вами свободно еще одну прибавку можем сделать. Вот. Мы с вами поменяли ниточку, да, нашу. И продолжаем вязание. Смотрите, тут мы делали с вами в 7-ю, потом в 8-ю. Теперь мы будем с вами делать в 9-ю. В 9-ю прибавку. Вот. Начинаем и просчитываем сразу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. И сюда в 9-ю мы делаем еще один столбик, прибавочку. Вот так. Здесь у нас не очень красивая смена ниточки, но, надеюсь, мы когда сошьем шовчиком, у нас все прикроется. Вот. И все. Точно так же далее мы делаем. Итого у нас было 54. Сейчас мы еще 6 прибавим. Обратно, когда будем провязывать, у нас уже будет 60 петель. Обратно вяжем и просчитываем. Итак, смотрите, провязали мы обратный ряд 60 сантиметров. И вот у меня такая же получается ситуация. Смотрите, высота грудки моей собачки 5 сантиметров. У меня сейчас здесь 4 сантиметра. То есть мне не хватает еще, ну, одного ряда. Точно не хватает, да. Я даже вот, ну, вот так вот померила, да, я вам покажу. Вот, да, видите, не хватает. То есть 2 рядов, ну, туда-сюда не хватает. А по ширине, по грудке, да, по обхвату грудки, у меня уже все хватает. Вот смотрите, я опять-таки же прикладываю, да, вот, начало резиночки здесь, начало резиночки здесь. Мы резиночку сейчас не берем в расчет абсолютно. Вот видите, ширина обхвата груди, да, у меня вполне достаточно. У меня получилось 17-18 где-то сантиметров, даже больше, да. Ничего страшного. А вот здесь вот не хватает до лапок, поэтому один цвет, один ряд туда-обратно, то есть 2 ряда, да, я провязываю без изменений. Никаких прибавочек мы уже с вами делать не будем, если у вас такая же история. Если у вас история обратная, то есть вам нужно еще делать прибавки, то в следующем ряду вы уже делаете в 10-ю петельку прибавка, да, и у вас еще на 6 прибавится. То есть было 60, 6 прибавилось, будет 66, если вам это необходимо, да, если грудка больше у вас, у собачки. Вот. Я же вяжу без изменений. Туда-обратно. И мы уже потом с вами встречаемся и будем с вами делать вот эти вот как бы прорези для лапок. Вот. По-моему, пока ничего сложного. Ну, по крайней мере, как бы это сложно, да, для новичков. Это я понимаю, что это сложно для новичков. Но если вы уже дошли до этого момента, значит, представьте, что с каким объемом работы вы уже справились, вы уже молодцы. Вот, и остается нам, как бы, вот я вам хочу сказать, что самой тяжелой частью мы с вами справились, а остается уже мелочи. Вот, поэтому набираемся терпения и вяжем дальше. Итак, вот еще один рядочек сделан без каких-то изменений, просто туда-обратно 60 петель я провязала. Теперь я измеряю, вот смотрите, 5 сантиметров, как мне и нужно, высота моей грудки. Здесь тоже так же, да, я вот просто как бы измеряю, да. Теперь нам что нужно? Нам нужно знать нашу ширину грудки, то есть расстояние между передними лапками.
У моей собаки, и она составляет тоже 5 сантиметров. Ну, она чуть-чуть поменьше, но я беру 5. Вот. Что нам нужно для этого сделать? Наш свитерочек получается вот так, да? Это у нас, если мы вот с этим сравним, вот так же мы его складываем, да? И нам теперь вот здесь нужно сделать с вами наши лапки. Вот. Вот так. Так как только что, да, я сказала, ширина грудки 5 сантиметров, вы меряете свою ширину грудки, да? Давайте просто на любом участке вот возьмем и измерим вот здесь 5, не 5, а 2,5 сантиметра. Нам же вот эту часть нужно поделить, естественно, пополам. 2,5 сантиметра, сколько это в петельках просто будет? 1, 2, 3, 4, 5, да? 5 петелек сюда и 5 петелек сюда мы возьмем с вами. И я думаю, что будет достаточно. Давайте возьмем по 6. Пусть немножечко будет с запасом, да? По 6. Вы точно так же у себя отмеряете, посмотрите, да, сколько вот у вас 6. И опять-таки же ширина лапки. Если сделать ее сильно большой, то здесь будет большая дырка. Если сделать как бы маленькой, то это будет врезаться в ножку. Поэтому тоже как бы не переборщить нужно. Поэтому я вот измерю вот это вот расстояние. Вы можете обхват, но опять-таки же обхват ножки, не забывайте, ножки не здесь, а вот где-то вот здесь вот пошире, да, потому что прорезь будет вот где-то вот здесь вот у нас для лапок. Поэтому не саму вот эту тонкую часть нужно измерить, а вот эту вот, да, поделить ее пополам, если вы в объеме, да, вот так вот померяете, и взять уже нужную нам длину. Здесь у меня получается, ну пусть будет 6 сантиметров, да, значит, я думаю, что 10 петель, я думаю, будет вполне достаточно, если мы пропустим с вами. И так, да, сначала мы с вами вяжем сейчас грудку. Если вы тоже вяжете двумя цветами, то должны были поменять цвет, да, в начале ряда, точнее в конце того изнаночного. И вот мы с вами вяжем, как мы с вами договорились, 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Вот так, да? Потом мы с вами делаем цепочку из 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Потому что нам нужно сюда же перебраться, правильно, сделать вот эту вот с вами прорезь. Также отсчитываем с вами здесь 10 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И в 11-ю делаем с вами опять столбик. Вот так вот, без накида. Вот что у нас с вами получилось. Если вы считаете, что это много, то вы можете взять, естественно, 8-6 петель, то есть, ну, сколько нужно. Соответственно, вы сколько вот здесь пропускаете петель, столько, значит, вы должны набрать и воздушных петель. Вот. Я думаю, пусть будет так, в моем случае. Вот. Дальше мы с вами что делаем, да? Ой, сейчас. Дальше мы с вами с этой стороны должны отмерить то же самое, симметрично. Смотрите, давайте сделаем так. Смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6 петель. Это у нас с вами грудка будет, да? Это у нас с вами грудка. И 10 петель нужно отсюда отсчитать. То есть докуда нам сейчас нужно довязать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. То есть вот это вот у нас будет с вами последняя петля, куда мы с вами будем довязывать сейчас спинку нашу. Ну, а потом мы еще раз с вами просчитаем, да. Сейчас вы проделаете ту же самую манипуляцию. Если у вас нету маркеров, вы можете просто вот какие-нибудь ниточки вот такие просто прикрепить. Они нам вот нужны будут вот буквально вот на несколько секунд, как бы. Не надо никуда бежать, ни за какими маркерами. Просто отрежьте ниточки, какие-нибудь остаточки. И точно так же вот так проведите, просто сюда крючком прикрепите, и все. Вот, довязываем мы до вот этого первого маркера нашего. Довязываю я до маркера. Я снимаю маркер и сюда же еще одну петлю, естественно, я провязываю. То есть мы ставили маркер, до куда нам вязать, до какой петельки. Вот у меня получилось вот отсюда, да, ровно по спинке 28 столбиков. Вот.
Теперь давайте еще раз мы на всякий случай просчитаем, правильно ли мы все сделали. То есть 10, да, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, да, вот нам нужно. Потом мы вот сюда соединяемся, где у нас маркер стоит, и у нас должно получиться 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все правильно мы с вами сделали. Посчитали, потому что, ну, лучше 10 раз проверить, да, чем потом перевязывать. Делаем мы 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Здесь отсчитываем, да, еще раз проверяем себя. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот видите, как? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, правильно, 10. И в 11-ю, вот сюда, видите как? Так вот. Мы соединяемся, делаем столбик. Это у нас будет считаться первый из 6. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Петлю подъема, и я вам немножечко сейчас коротенечко, значит, так резюмирую, да, резюмирую. Здесь у нас 6 столбиков мы провязали, 10 пропустили, сделали 10 воздушных петель, 28 провязали по спинке, опять 10 пропустили, сделали 10 воздушных петель и 6 столбиков. К чему я это говорю? Вы можете это, даже если как бы вам тяжело, вы можете это где-то вот карандашиком себе записать. Почему? Потому что мы сейчас будем идти в обратном направлении, и мы будем, естественно, все просчитывать. Мы будем просчитывать 6 столбиков. Здесь нам нужно набрать 10. Здесь провязать 28, потому что для новичков иногда можно пропустить какую-то петлю, понимаете, пропустить петлю, и вы потом будете нервничать, у вас не сошлись петли, и, ну, зачем вам поднимать нервы, если можно это все делать потихоньку и все правильно сразу, правильно же? Поэтому, смотрите, мы начинаем вот этот ряд, да, то есть мы сразу в обратном направлении мы с вами все просчитываем. 6, да, столбиков мы делаем. 2, 3, 4, 5. И вот сюда, видите, 6. Кто-то может его пропустить. Ну, кто, допустим, ну, не знает, не считает, кто. Вот 6 мы делаем. Теперь мы делаем 10. Можно, конечно, отсюда прям сразу набрать, да, но я думаю, что будет красивее, если мы сделаем с вами косичку. Давайте мы определимся 10, да, чтобы у нас было 10 петель. Вот за эти вот мы будем вязать. Надо их высчитать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И откуда, видите, нам, видите, 9. И начинать нам нужно прям, вот прям. Вот прям с этой петельки, вот отсюда. Видите? А если бы мы не посчитали, естественно, мы могли бы ее пропустить, потому что она прячется. Вот. Прям мы с нее начинаем. И также 10 столбиков без накида. 1, видите, 2. Вот они, эти половиночки. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Видите? Все правильно мы с вами сделали, потому что следующий у нас уже идет столбик. Вот он, да? И теперь вот посмотрите, видите, как у нас аккуратненько с вами все получилось. Вот, все. Дальше мы вяжем 28 столбиков, вспомните, да? 28 по спинке. Потом 10 точно так же. Вы сначала, когда дойдете, вот этот 28 столбик довяжете. Вы точно так же визуально просмотрите 10, откуда, да, вот вам начинать. Может быть, у вас, ну, спрячется. И 6 отсюда. Все. Встречаемся мы уже с вами в конце ряда. Итак, смотрите, вот мы с вами, так сказать, с самой трудной частью мы с вами справились. Да, можно вот так вот сложить, еще раз измерить.
Я думаю, что все должно быть правильно, все должно быть хорошо. Ой, не видно мне, да? Вот по ширине все совпадает, по высоте тоже все совпадает. Да? Все сделали мы с вами, девчонки, правильно. Теперь нам нужно, сейчас я говорю про мальчиков и про девочек. То есть про девочек мы вяжем прямо, да, но не до конца, прямо до ножек, да, вот до этого места. А нам нужно, видите, у собачек есть талия, и нам нужно сделать эту талию. Это что касается девочек. Что касается мальчиков, да, мы вяжем до причинного места. Оно где-то, да, вот располагается. Сейчас я вам как бы это визуально покажу. Если у девочек, да, до это у моей собаки, да, от подмышки передней лапы до паха задней лапы где-то составляет 14-15 сантиметров, да. Вот. И не забудьте, что нам нужно будет сделать вот здесь вот резиночку, да. Вот. Если вы хотите прямой свитерочек, да, если вы хотите другой формы, например, чтобы свитерочек у вас доходил до промежности, а потом здесь до попочки именно доходил, то это уже как бы, ну, другая моделька, но сначала нам нужно все равно довязать до промежности. Если вы хотите размер до промежности, вот, ой, до паха для девочек, то вот вы отмеряете, делаете минус на резиночку, то есть, да, вот у вас где-то 2 сантиметра получается резиночка, нам нужно провязать 12 сантиметров. Но нам вот здесь нужно будет с вами сделать еще убавочки, чтобы обозначить талию немножечко, да, поэтому и для мальчиков, и для девочек мы сейчас с вами вяжем вот это вот расстояние. То есть у мальчиков причинное место находится как раз вот, когда грудка начинает как бы, да, образовывать талию, так скажем. Это расстояние где-то, да, получается у нас 7-8 сантиметров. Поэтому 7 сантиметров мы с вами вяжем однозначно. Вот в нашем вязании вот это, да, составляет вот сантиметр, да, как раз вот ряд туда-обратно. Видите, сейчас я вот так покажу вам. Туда-обратно как раз это сантиметр. То есть нам с вами, получается, нужно будет связать 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот 7 полосочек вот таких вот разноцветных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 полосочек. Это у нас с вами получится 7 сантиметров. Вот. Почему я говорю 7? Потому что для мальчиков, ну, в принципе, можно взять и 6 сантиметров, да, провязать. Потому что у нас еще 2 сантиметра будет резиночкой, чтобы, когда свитерочек одевается на мальчика, чтобы, когда он ходил в туалет, и вот эта нижняя часть не висела у него на пузике, и он ее не мочил. Вот. И мы потом всю длину выровняем именно резиночкой. Поэтому давайте договоримся с вами так. И мальчики, и девочки. Мы с вами вяжем, давайте не 7, а 6 сантиметров, то есть 6 полосочек мы с вами вяжем без изменения, туда-обратно, туда-обратно. Вот сколько у нас есть с вами сейчас 60 петель, сколько у вас получилось, если вы вяжете по каким-то другим расчетам, да, то есть вяжем пока 6 сантиметров, и потом мы с вами уже встречаемся, и здесь делаем разбег, то есть мальчики в одну сторону, девочки в другую сторону. Там уже будем с вами разбираться. Итак, как мы с вами и планировали, мы провязали с вами 6 полосочек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да? И теперь для мальчиков. Сейчас пойдет вариант для мальчиков. Девочки, вы можете эту часть как бы мотать, да, прокрутить. И потом мы уже с вами, когда будем вязать для девочек, мы тогда с вами встретимся. Или же пока, например, не перематывать, а вязать дальше нужную длину, то есть это 12 сантиметров, то есть еще 6. Но как бы я пока вам не советую это делать, потому что мы будем вязать ее не прямо, а делать убавочки. То есть пока вы подождите или перемотайте до части, когда будет для девочек, пока мы разбираемся с мальчиками. Смотрите. С мальчиками мы довязали, это изнаночный ряд, мы довязываем с вами, да, петельку, ниточку мы не меняем, мы отрезаем нашу ниточку и затягиваем, да, все. Мы связали эту ниточку, мы тоже отрезаем, вторую, да, переворачиваем, вот наша лицевая сторона. Нам нужно вязать другой ниточкой, мы делаем следующим образом. Мы с вами здесь отсчитываем 8 петелек.
Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. И в девятую вставляем крючок и начинаем вязать отсюда. Берем ниточку, да, вот просто делаем петельку, еще воздушную петлю. И сюда же, отсюда мы начинаем с вами вязать. И прокладываем вот этот вот хвостик сюда. Мы его как бы ввязываем, чтобы у нас этот хвостик не болтался. Вяжем и не довязываем. Точно так же мы с вами 8 петель. Вот видите, у нас мы сюда его проложили, наш хвостик, и он нам потом не будет мешаться. Его, если вы сделали длинным, не обязательно весь ввязывать. Вы можете какую-то часть вязать, а остальное отрезать. И никуда он уже не убежит и не денется. Вяжем мы с вами до конца ряда. То есть мы с вами сейчас формируем пузико, да? Делаем место под наше причинное, скажем, место. Ну, тавтология, да, получилось. Вот отсюда, видите? Чтобы у нас как бы краешек тоже получился одинаковым. Не довязываем. Здесь можем и повесить маркер, отсчитать и повесить маркер. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Петель мы не будем довязывать. То есть 8. Вот эта наша петля будет последняя перед маркером. Да? 8 петель мы с вами отсчитали. Пока мы вот как бы вяжем, да, так, и обратный ряд тоже, соответственно, возвращаемся. Я сейчас посчитаю тоже, сколько петель у меня тут получится, и, естественно, я вам сейчас скажу. Ой, нам с вами нужно провязать 44 петли, ну, то есть это как бы логично, потому что у нас было с вами 60 петель, 16 мы убрали, 8 отсюда, осталось у нас 44. Поэтому 44 петли мы с вами вяжем, можете просчитывать, провязываем туда и обратно. Потом здесь точно так же мы подсоединим наш второй цвет и будем продолжать вязать. Но, ладно, это я как бы расскажу вам далее, да? Поэтому не буду забегать пока вперед, пока вяжем 44 туда, 44 обратно. Довязали мы до маркера. Вот 8 петель маркер я сняла. Осталось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Точно так же. Вы спросите, некоторые спрашивают у меня, почему именно там 8 или почему именно 10. Не почему. Просто вот я так думаю, что визуально именно такое нужно сделать на пузике. Потому что не думайте, что это много, потому что у нас еще обвяжется здесь резиночкой и все встанет на свои места. Можно было бы сделать 10. Но мне кажется, 10 было бы уже перебор слишком для такого маленького свитерочка. Делаем также петлю подъема, поворачиваемся и вяжем 44 петли обратно. Вот, пока никаких таких сложностей нету. Вот опять-таки же, да, мы не довязываем. Дошли вот изнаночный ряд. Берем опять другой цвет, ниточку. Также вот заканчиваем столбик и делаем петлю подъема. И точно так же мы с вами его, этот кончик, вот этот вот, да, рыженький мой, в моем случае, точно так же мы с вами его можем вязать. Да? Вот, смотрите. Прокладываем его точно так же и вязываем. Чтобы эти кончики, чтобы они нигде нам не болтались и не мешали. Точно так же мы с вами провязываем 44 туда-обратно петельки. Потом меняем цвет. И уже встречаемся и будем с вами делать убавочки. Нам нужно сделать небольшие убавочки. Так, да, вот смотрите, сделали смену ниточки, да, вот мы один ряд провязали коричневый, да, вот рыженький. Теперь опять коричневый. Нам надо в этом ряду сделать убавки. Как мы будем делать с убавками поступать? Мы вводим крючок, вытягиваем, но не провязываем. Следующую опять вводим крючок. У нас 3 петельки, видите? И мы их провязываем целиком, одну. Это получается 2 столбика с одной вершинкой. Это мы с вами сделали убавку. Все, дальше мы с вами вяжем без изменений. Это мы сделали с одного края, да, с одной стороны. Сейчас мы довяжем до конца ряда. Не довязываем мы с вами 2 петельки и встретимся. И точно такую же мы убавку сделаем с вами в конце ряда.
Дошли мы с вами до конца ряда. Смотрите, вот остается 2 петли. Раз и 2 последние. Вот они, да, у нас. Точно так же мы поступаем. Не довязываем. Следующую. Не довязываем. И провязываем 3 вместе с одной вершинкой. Вот так вот. Делаем петлю подъема. Разворачиваемся. Вяжем обратно. Просчитываем. У нас теперь должно в ряду остаться 42 столбика. Просчитываем, обязательно просчитываем все. Каждый ряд для новичков рекомендую я просчитывать. Просчитываем 42 столбика. Вот мы с вами 42. Начала я уже другой ряд. Этот рыженький ряд мы провязываем без изменений. 42 столбика туда-обратно. А когда опять мы будем вязать коричневый ряд, мы точно так же в начале и в конце ряда уберем по одной петельке. У нас с вами останется 40 петель. И провяжем рыженький ряд 40 петель. Все, итого у нас с вами останется 40 петель. Получится рядов 1, 2, 3. Сейчас мы вяжем 4, 5, 6. И опять как раз таки 6 рядов. Это как раз до промежности. Ой, ну да, до паха. До паха задней ножки расстояние у нас с вами получится. Вот, поэтому... Садитесь поудобнее, вяжите внимательно. Значит, рыженький ряд без изменения. Коричневый следующий ряд по одной убавляем 40. И рыженький получается 40. Все, и потом мы там с вами на этом встречаемся. Вот, смотрите, как обстоит у нас дело с вами. Это для мальчиков, да? Вот мы с вами, мы вывязали с вами зону паха. Ну, вот пузика, да, для причинного места. То есть вот это должно доходить место до паха и не доходить вот там, ну, на расстояние резиночки 2-3 сантиметра. Если у вас все получилось так же, да, вот как вы планировали, да, вот это вот расстояние померить от подмышечки до паха и минус 2 сантиметра на резиночку, то тогда все замечательно. Если же этого расстояния маловато, вы провяжите еще один рядочек там или 2, сколько вам нужно, да. Вот. И дальше мы с вами будем уже формировать попочку. Вот. А попочка будет у нас вывязываться вместе с девочками. Вот. Так что мальчики сейчас, которые выполнили, которые вяжут для мальчика, могут идти гулять. И мы будем работать с частью, кто вяжет для девочек. Для девочек мы с вами сформируем талию. То есть я сейчас вот эту часть распущу, и мы начнем с вами там, где мы остановились. То есть для девочек. Да? Так что, девчонки, не переживайте, я вас не брошу. Итак, сейчас часть для девочек у нас идет. Для девочек мы остановились вот на этой части для девочек. Мы провязали 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сейчас мы провяжем еще 2 полосочки для девочек, коричневую и рыженькую. И будем с вами делать убавочки. Итак, мы вяжем 2 полоски. Не 2 ряда, девочки, а 2 полоски. Разноцветные, если вы вяжете. Если вы вяжете одноцветным ниточкой, одной ниточкой, тогда мы провязываем с вами 4 ряда. Туда-обратно, 4 ряда. Или же 2 полосочки. Смотрите, в общей сложности у нас с вами получилось от вот этой проймочки, да, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 полосочек у нас получилось. Пока мальчики там пьют чай, кофе, мы с вами провязали еще 2 полосочки. Что нам нужно? Нам нужно сформировать с вами талию. Для этого давайте отсчитаем отсюда 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Восьмую вот эту петлю замаркерим, да, мы ее поставим маркер на 8-ю петлю. И здесь тоже самое с этой стороны. Сейчас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Точно так же. Для чего это? Мы будем делать убавочки вот здесь, в этих петельках. То есть мы провяжем 8 и, то есть вот эту 8-ю с 9-й вместе. А здесь наоборот, то есть эту с этой вместе мы провяжем, с 8-й, то есть, ну, какая она там у нас по счету будет, неважно. Вот, мы тут сделаем в этих местах убавки с вами. Итак, давайте, смотрите, мы поменяли с вами ниточку, да, цвет, кто меняет. И продолжаем с вами вязать. Сейчас я
Так, чтобы у меня ниточки не перепутались. Вот, провязываем мы с вами 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Да, мы с вами провязали. Снимаю я маркер. Вот этот вот 8 столбик, 8, мы провязываем вместе с 9. То есть мы делаем убавку. Некоторые у меня, может быть, спросят, почему именно 8. Не почему, просто 8. Хочу сделать это подмышкой, чтобы было. Это не принципиально. Возьмите какую-то другую цифру, ну, чтобы, естественно, убавки были на пузике, а не на спине у вас получились. Вот смотрите, мы 8 захватываем, не провязываем. И 9 точно так же. Вот так вот. 3 петли у нас сейчас на крючке. И 3 вместе мы их провязываем. Мы сделали с вами убавочку. Все, дальше мы вяжем с вами до нашего маркера. Мы до маркера не довязываем одну петельку, вот эту, да, и вот здесь мы останавливаемся, одну не довязываем и встречаемся с вами. Итак, смотрите, вот мы с вами не довязали, сейчас провязываем еще одну петлю, вот одну мы до маркера не довязываем, снимаю я маркер, и точно так же мы одну не довязываем, вторую не довязываем и провязываем 3 вместе. Все, сделали мы с вами убавку. Так мы с вами сделаем еще раз в следующей коричневой полоске. То есть сейчас мы вернемся коричневой полоской обратно, просчитаем. У нас с вами должно быть уже не 60, а 58, правильно? Будет 58, потому что мы 2 петельки убрали. Возвращаемся, потом вяжем рыженькую полоску без изменений, 58 петель. В коричневой полоске мы проделываем то же самое, точно так же мы отсчитываем только уже не 8, а 7 петелек. Раз, отсчитаем 7 и сделаем такую же убавочку здесь. Здесь 7 отсчитаем и здесь 7 отсчитаем. И сделаем такие же с вами убавки. Вот. Ну, пока давайте не будем забегать вперед, пока возвращаемся этой коричневой, вяжем рыжую полосочку оранжевую, и уже в коричневой, в следующей мы с вами встречаемся. Итак, давайте теперь проделаем ту же самую манипуляцию. Вот у нас еще один, да, коричневый ряд. Только отсчитаем мы 7 петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот это у нас 7-я, да, наша. Отмечаем. И с этой стороны тоже самое проделываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И в 7-ю вставляем маркер. Вот. И еще раз давайте я вам покажу. Провязываем теперь в этом случае мы 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И с 7 и 8 мы теперь. 1, да, мы делаем. Еще раз захватываем 3 петельки и 3 провязываем вместе. А теперь вяжем до следующего маркера. Также не довязываем одну петельку и там делаем убавочку. Так, вот смотрите, мы до нашего маркера не довязываем одну. Вот они, да, и точно так же мы делаем теперь перед, да, убавки. 1, 2 и вместе провязали. Так, теперь у нас с вами 56 петель. 4 петельки мы с вами уже убавили, да. Смотрите, следующим образом. Если вы думаете, что у вас талия очень узкая и вам не хватит убрать 4 петельки, но, как правило, этого хватает. Не нужно сильно много здесь делать убавок. Почему? Потому что потом очень тяжело будет одевать на собачку. Все равно нам же вот эту часть нужно через всю собаку будет протянуть. Если здесь будет сильно узко, то одевать и снимать будет очень неудобно. Поэтому, если вы желаете, то вы можете вот в рыженьком ряду сделать еще по убавочке.
как бы таким образом только уже 6 здесь оставить 6, и здесь 6. Вот. Ну, как бы я больше убавок делать не буду. Я думаю, что мне будет достаточно. Итак, мы возвращаемся к коричневым рядом, вяжем рыжий ряд и встречаемся. Уже будем измерять, хватит нам или не хватит, или по длине нам еще что-то подвязать. Там уже будет видно. Ну вот, сделали мы все убавочки. Осталось у нас 56 петель. Вот видите, как бы я все примеряю на этот свитерочек, как бы по ширине будет достаточно. Да и по длине я тоже думаю нормально. Вот, смотрите, значит, какая история, девочки. Если это для девочек, кто вяжет для девочек, кому такая длина достаточно, нужно уже как бы сшивать, сначала сшивать, а потом вывязывать по кругу вот такую резиночку. Вот. Кто не знает, как это делать, то вы подождите как бы нас остальных. Еще раз попейте чай, кофе. Вот. Теперь мы сейчас на том этапе, когда мы с вами вывяжем попочку небольшую. Попочка тоже небольшая, она будет 6 сантиметров тоже. Собачка обычно такое вот расстояние. Им достаточно. Остальное, как бы мы с вами вывяжем, остальную длину, если не будет хватать, мы вывяжем с вами резиночкой. Вот. Для этого... Теперь для девочек, правильно? Для мальчиков мы вывязали, мальчики еще ждут, подождите немножко. Для девочек мы сейчас тоже так же будем с вами вывязывать попочку. Что нам для этого нужно? Нам для этого нужно довязать ряд до конца, то есть вот эту, да, петельку конечную. Ниточку мы здесь не меняем, мы просто довязываем и отрезаем. И отрезаем ниточку. С мальчиками мы поступали точно так же, только немного раньше. И здесь отрезаем. Все, отрезали. Вот. И сейчас будем делать наше пузико. Точно так же, как у мальчиков, формировать будем пузико. Для этого мы отсчитываем по 8 петель. Возвращаемся опять к цифре 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В 9-ю мы вставляем крючок. И ниточка, которая у нас там идет по нашему цвету дальше, да, мы вяжем дальше. Ну, то есть привязываемся, да, делаем вот такой вот захват, да, вот выводим петельку сюда и делаем одну воздушную петлю. Потом сюда же, откуда мы закреплялись, провязываем столбик. Это у нас будет с вами первый столбик. Прокладываем ниточку поверх нашего вязания и ее ввязываем, чтобы этого хвостика не было видно. Вот. И сейчас я вам скажу, сколько мы провяжем с вами. Мы с вами провяжем 40 петель, потому что мы с этого края сейчас точно так же отметим 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Вот у нас с вами должно остаться 40 столбиков здесь провязаться. Я надеюсь, что так оно и будет, потому что было 56, 16 мы отняли, осталось у нас 40. С мальчиками у нас тоже осталось 40 петель. Теперь как бы мальчики к нам присоединяются, и мы вяжем с вами вместе. Мы вяжем с вами нашу попочку. Она будет одинаково, что у мальчиков, что у девочек. Вот мальчики, где мы с вами остановились, теперь мы продолжаем с вами. У нас по равному количеству петель, у вас 40 и у нас 40. Так что мы продолжаем, да. Мы будем делать с вами убавки теперь в каждом ряду. То есть, ну, этот ряд мы сейчас провяжем без изменений. Вы тоже можете один ряд провязать без изменений. А дальше мы будем вязать, делая убавки в каждом ряду. Ну, если мальчики знают, как это делать, да, в начале и в конце ряда, то кто вязал для девочек еще не видели этого, тогда сейчас мы будем с вами это делать. Сейчас мы с вами провязываем 40 столбиков туда, 40 обратно. И прикрепимся мы уже, когда вторым цветом, сразу будем делать с вами убавки. Я вот провязала, смотрите, 40 столбиков у меня получилось. Действительно, все правильно. Мы не обсчитались. Я снимаю маркер. Да, останавливаюсь, снимаю маркер. Делаю просто воздушную петлю. Поворачиваю. И вяжу обратно 40
петель, 40 столбиков. Вот. И в следующем ряду мы с вами начнем делать убавочки в начале и в конце лицевого ряда. Довязали мы изнаночный ряд коричневый, и теперь мы присоединяем нашу вторую ниточку, второй цвет, да, в конце, и делаем воздушную петельку. Поворачиваемся, и мы с вами делаем убавочку. Я этот хвостик тоже хочу вязать сразу, чтобы он не мешался здесь. Убавочку мы делаем с вами следующим образом. Смотрите, мы можем как бы пропустить одну петлю и сразу начать со второй. Но тогда у нас здесь получится такая дырочка, и потом, когда мы будем обвязывать резиночку, она некрасиво просто будет, вот эти дырки, смотреться. Поэтому мы точно так же, да, смотрите, раз, не довязываем, и вторую, раз, не довязываем. 3 петельки в начале ряда и провязываем их одной. И все, и дальше вязываем наш вот этот вот хвостик, чтобы он нам не мешался потом в дальнейшем. Не довязываем мы до конца здесь 2 петли, да, и встречаемся с вами. Смотрите, вот мы не довязываем до конца нашего ряда 2 петельки, и точно так же делаем убавочку. Выводим, здесь за 2 выводим и провязываем одной. Делаем воздушную петлю, поворачиваемся, и вот она у нас как бы уже, вот она, наша петелька, которую мы провязали, да, и у нас вяжем обратно и просчитываем. У нас уже, не забывайте, 38 должно быть петель. Все, так мы вяжем, делаем убавки в каждом лицевом ряду. Какую нужную длину вам вот этой попочки будет вывязать. Но не забывайте про еще, что у нас еще будет резиночка 2 сантиметра. Поэтому я, наверное, сделаю по 5 убавок, да, и, наверное, на этом мы с вами и встретимся. То есть 10 убавок будет, должно остаться 30 петель, и мы с вами тогда уже встретимся. Вот смотрите, что у меня получилось. Вот наш скос, который мы с вами сделали, да, на попочку. Общая длина, сейчас мы померяем, сколько получилось у нас. Ага. Получилось 23 сантиметра. Ну и 3 сантиметра можно провязать резиночкой 2. Если вы считаете, что это маловато, как бы провяжите еще несколько рядов с убавочками там. Просто я не хочу делать совсем длинный свитерочек. У нас он где-то получается, наша длина где-то 26-27 сантиметров. Вот. Теперь нам остается сделать резиночку. Хотя вот эта пупочка, сколько она получилась? 7. Ну, если здесь 2 сантиметра, да, ну, я думаю, что можно здесь еще провязать, потому что у нас здесь длина увеличится на пузике, и здесь, ну, на 2 сантиметра, то есть как бы съезд, да, вот это вот расстояние, само отверстие, то можно как бы еще, я почему хочу закончить коричневый, потому что резиночку я буду делать тоже вот такой же здесь по низу, вот, поэтому я еще провяжу рыженькую и коричневую, то есть еще убавлю здесь одну и там одну убавлю петельку, да, получится у меня, сейчас у меня 28-24 петли получится. Если вы со мной, давайте еще один раз такую манипуляцию сделаем и приступим уже к резиночке. Ну вот, я закончила, отрезала все ниточки, теперь нам надо пришивать. Когда мы вязали, вот это у нас было лицо. Вот ниточка была у нас слева, но когда я довязала, в принципе, тут разницы никакой нет. Единственная разница вот в этих красивых краешках. Я решила его перевернуть, и лицо будет здесь. И вот эти вот ниточки, которые мы меняли цвет, они тоже будут внутри. Вот. Нам надо теперь сшить. Можно простой ниточкой сшить, можно связать, ввязать. Но я буду пришивать, скорее всего, наверное, простой ниточкой. Сейчас я посмотрю. Если что, естественно, я вам все покажу. Для сшивания я выбрала обычные нитки, иголочку сделала в 2 нитки и сошью назад иголочкой. Для этого, смотрите, я сложила лицевой стороной, которая я хочу, чтобы была лицевая сторона, вот эти вот красивые косички. Значит, это вовнутрь складываем и прошиваю
все иголочкой. Ну, обычной ниточкой, потому что не хочу, чтобы это было как-то смотрелось как-то грубо, потому что ниточки разные, видите, получается. И на пузике у нас будет видно, что мы сшивали, ну, крючком там или как-то, то есть, ну, такими же нитками. Можно было, в принципе, и такой же ниточкой тоже прошить, но вот что-то решила я придумать именно такое. Поэтому сама не знаю, что получится. Сейчас посмотрим. Я прошью и вам, естественно, покажу это тоже, как у меня получилось. Весь процесс, конечно, как бы нету смысла демонстрировать. Он, так скажем, не быстро, этот процесс. Вот видите, еще ниточки путаются. Такое тоже бывает. Поэтому вы тоже найдите для себя какой-то оптимальный такой вот вариант, как это получится. Ну, я думаю, получится нормально. Вот, и пришиваю. Ну вот, я сшила. Я как бы старалась, чтобы было ровненько, но, извините, шов есть шов, как бы. Его наличие тут как бы уже все равно никак не спрячешь, конечно, если... Ну, можно постирать, а тут тюжить как-то. Ну, полосочки я старалась, чтобы сошлись. В принципе, как бы свитерочек, ну, вот готов, да, вот так вот он смотрится сбоку. Вот, в принципе, все нормально. Можно как бы опять-таки же только столбиками без накида обвязать, чтобы она не закручивала вот эти концы, или же отпарить, и все готово. Но как бы я хочу завершить уже как бы свое дело и обвязать резиночкой. Для этого нам понадобится, вы выбираете пряжу, какую вы будете обвязывать. Я буду обвязывать рыженькой пряжей. Мы будем обвязывать ну, столбиками с накидами. А для тех, кто не умеет, мы опять давайте присоединяемся, да, вот здесь вот на пузике. Делаем петельку. Делаем еще одну, 2 воздушные петли у нас получается, да. Давайте сделаем 3, пусть будет 3, да, потому что вот это у нас сейчас потянется и немножко уйдет, да. И столбиками с накидами мы вяжем и просчитываем, потому что нам нужно, чтобы у нас было четное количество. Для резиночки нам нужно будет четное количество. Вязываем вот этот кончик, я вязываю, чтобы уже к нему потом не возвращаться, просто отрезать и все. По всей окружности, да, по всему вот этому нашему низочку, первый ряд мы провязываем просто столбики с накидами. Может быть, если для кого-то это не просто, то я объясняю. Мы делаем накид на крючок. Я его придерживаю пальчиком на всякий случай. В петлю потом достаю петлю, рабочую нить, да, у нас уже получается как бы 3 на крючке. Сейчас я так уберу, чтобы было видно. Вот так, видите, 3. Сначала я провязываю 2 петли с накидом, потом еще 2. Это у нас получается столбик с накидом. Еще раз, да, делаем накид, петельку, вытаскиваем, у нас получается 3. Сначала 2, петлю с накидом, а потом 2 петли. Так мы с вами идем по всему периметру. Вот здесь вот как бы об уголочке все равно по-любому нужно, чтобы у нас не было дырочки, да, вот так вот. А потом можно, как бы, знаете, вот в каждый ряд, да, вот здесь. Если вы думаете, что это слишком часто, да, то можете как-то, ну, чередовать, через одну делать, да, чтобы побольше стянуло здесь вот внизу. Но опять-таки, чтобы как бы не переусердствовать, потому что можно стянуть так, что потом и смотреться будет некрасиво, и животное туда не залезет. Вот, так что давайте провязываем, да, по возможности, где можно пропустить, пропустите, где считаете нужным, потому что все-таки как бы мы же вяжем с вами резиночку, да, поэтому я думаю, что она как бы должна... Ну, здесь, наверное, я вот видите, как некрасиво получается. Это я уже переборщила. Это я уже аферистничаю и переборщила. Приходится распускать, потому что так дело не пойдет. Это некрасиво. Хоть мы и вяжем собаки, но все равно эстетическая сторона должна все равно присутствовать. Поэтому давайте будем... Если вы боитесь, что слишком у вас будет растянуто, возьмите, если есть крючок поменьше. И у вас тогда вязание будет поплотнее. Тогда
как бы, ну, тоже выход. Ну, я попробую этим же крючком. Просто у нас же второй ряд уже пойдет резиночкой с вами, так что поэтому сильно не переживайте. Все она у нас стянет. Вот как нужно. Поэтому давайте вот так вот, да. Продолжаем потихонечку, полегонечку. И здесь вот мы с вами уже встретимся. И вот, обвязала я вокруг. У меня получилось 74 столбика. Вот с этими петлями подъема. Они тоже считаются, помните, мы делали 3 петли подъема, они тоже считаются за столбик. Поэтому у меня получилось 74. Дальше, смотрите, как мы поступаем следующим образом. Вот наши 3 петли подъема. 1, 2, 3. В третью петлю, прям в центр третьей петли мы с вами провязываем соединительный столбик. Вот так вот. И затягиваем посильнее. Да? Теперь мы делаем 1 и 2 воздушные петли подъема. Делаем накид. И мы будем с вами вязать рельефные столбики. Смотрите. Вот так мы прям, видите, вовнутрь, да, вот столбика обнимаем его крючком. Вот с этой стороны, да. То есть наружу его выталкиваем. Это лицевой столбик рельефный. И смотрите, через него провязываем столбик с накидом. Теперь мы провяжем изнаночный столбик, делаем накид и сзади крючком выталкиваем его назад, столбик. Захватываем ниточку, протягиваем. Ой, сейчас, видите, когда медленно, не получается. Протягиваем. То же самое у нас получается, видите, 3 петельки. Провязываем столбик с накидом. Это у нас изнаночный получается. И еще раз лицевой. С этой стороны мы его выдавливаем сюда к нам. Прям вот весь столбик вот так обнимаем крючком. Захватываем ниточку, продеваем и провязываем 2, потом еще раз 2. Делаем накид изнаночный с задней стороны. Его выталкиваем назад столбик. Захватываем ниточку, выводим ее, провязываем 2, потом 2. Ой, 2. Вот так. Поэтому у нас будет получаться резиночка вот такого плана. Сейчас я вам покажу. Вот такая резиночка. Это тоже связано рельефными столбиками. Видите, один у нас получается лицевой, который мы выдавливаем на себя, а этот получается изнаночным, который мы туда назад выдавливаем, да, крючком. Просто первый ряд, естественно, сейчас пока так не получается, установочный он как бы, да. Вот смотрите, опять лицевой, сюда мы его, сюда, да, вот мы его к нам, наружу, да, вытолкали. Теперь изнаночный. Делаем накид. С задней стороны крючком выдавливаем его назад. Берем ниточку, да, провязываем 2, потом 2. Лицевой. Изнаночный. Лицевой. Изнаночный. И так по всему кругу мы доходим до наших вот этих вот петелек подъема. Последний вот этот вот у нас он должен быть лицевым, чтобы наши эти петельки подъема туда утонули. Поэтому я говорила, чтобы было четное количество у нас. Вот как бы потихонечку, ручки не слушаются, я знаю. Первый раз, когда, ну, вы стараетесь, и все будет красиво. Давайте встречаемся мы с вами вот здесь уже, да, когда провяжем весь круг, встречаемся здесь. Ну, вот смотрите, как я вам и говорила, у меня последний столбик, и он будет лицевым. Вот. Теперь нам нужно соединиться. Опять вот наши петельки подъема. 1, 2. Во вторую петлю мы делаем соединительный столбик. Сразу, видите, провязываем, подтягиваем. И делаем опять 2 воздушные петли.
И начинаем опять. У нас уже распределено, их уже видно, где лицевые, где изнаночные. И точно так же провязываем несколько рядов, сколько вы считаете нужным. Провязать себе как бы такую вот, ну, резиночку. Если вы провяжете еще там 2 ряда, 3, посчитаете, что все достаточно, то как бы и достаточно. Я тоже, наверное, еще пару рядов провяжу, этот и еще 1 ряд, и я думаю, что будет вполне как бы достаточно. Так что давайте, девчонки, заканчиваем уже мы, уже пора заканчивать, а то и так мы долго что-то возимся с этим изделием. Вот, и потом будем друг другу хвастаться, у кого что получилось. Ну вот, девчонки, мы закончили. Вот что у меня получилось. У меня получилась резиночка, 4 ряда я провязала. И вот, посмотрите, вот такой чудесный свитерочек. И поэтому быстренько сели, связали. Кто хочет пойти дальше, пожалуйста, можете надвязать такой же резиночкой, рукавчики здесь надвязать. Ну, я думаю, что этого будет достаточно. В принципе, мне и такого варианта достаточно. Вот такого вот коротенького, знаете. Раз одели, побежали, быстренько все свои дела сделали и убежали домой. Вот. Это так вот смотрится спереди, так сзади. Все аккуратненько, все ниточки убраны, все убрано. Все как бы в чистый край сделано. Вот так это смотрится сбоку. Вот такой вот свитерочек получился. Я бегу мерить на собачку. Сниму обязательно, приложу видео. Потом я бегу быстро монтировать и выкладывать на YouTube, чтобы вы скорее быстренько сели и связали, потому что холода не за горами, уже близко. Так что, кому понравилось мое видео, обязательно ставите лайки. И встречаемся уже в следующих видео. Всем пока-пока, девчонки. Спасибо, что вязали вместе со мной. Ну вот, девчонки, пришла, я померила. Вот моя собака, модель, моя модель. Вот как на пузике сидит, смотрите, все закрыто у нас, как нужно. Да, вот в лапки мы точно попали. Давай покажем грудку. В грудку мы тоже точно попали. Вот видите разрез? Вот с этой стороны, мамука, покажи. Вот шейка у нас, да, вот так вот. Все у нас великолепно с вами получилось. Просто великолепно. Собака довольна, я довольна, все довольны. Да, все берем и...